Добрый день, друзья. Как вы понимаете, у нас сегодня много новинок. Первое, самое важное, это, наверное, то, что Инна уже давно ждала, потому что ее посылка пришла уже более 2 недель, по-моему, даже 3 недель. Это крем-мыло от компании Лепихин Тюмень. Второе, не менее важное, это станочек стандарт Разор и помазок Зенит. Посмотрите, также автошейф, ребят, 4711, посмотрите на них повнимательнее, более крупный план. Ну, как видите, друзья, красота, конечно, неописуемая. Давайте же начнем, на мой взгляд, с самого простого. Ну, спорное, конечно, утверждение, но тем не менее. Стандарт Разор, который в комплекте идет вот с такой подставочкой. Можете его использовать и так, и так. $20, $69. Простой, как автомат Калашникова. Ну, вылет лезвия довольно равномерный. Каких-то отклонений я не наблюдаю. Качество станка, он вылизан буквально. Да, он какими-то особыми изысками не блещет, но он вылизан, ребят. Это просто как совершенный дизайн, что простой, но совершенный. Так, давайте посмотрим, сколько этот простой дизайн у нас весит. Так, как бы тебе... Давайте вначале вот так. — 48 грамм. Нормально. Вместе с подставкой 118. Подставка полностью металлическая. Никаких резинок нет. Следующий герой нашего обзора — мыло Лепихин из Тюмени от Инны. Следующий герой нашего обзора — помазок Зенит известной итальянской фирмы, манжурский 506. Да. Ну это да. Обратите внимание, какая ручка. Прям кондуктор. Из такой ручки уже ничего не вывалится и никуда не денется. Какая бы скользкая ни была, он всегда будет у вас в руке. И следующий герой нашего обзора — та самая вода, которую я всегда думал взять и никак руки не доходили. Автошейф 4711, всемирно известной фирмы. Ну и отдельно хотел бы сказать, что в следующем обзоре будет мыло Fine от Mr. Fine из Америки. Просто хочу заранее вам об этом сказать. Помазок Зенит я уже замочил. Будем сегодня бриться стандарт Разором, плюс я с Александром, наверное, переобщался за последние выходные. Почему-то я к фидеру стал относиться как к своему. А что? Ну а фидер, что? Сидишь, Саня, говоришь, ну простой, нормальный чувак. Да что, говорит, ну фидер, говорит, я его поставил, вжик. Ну я, говорит, не ссы, не торопись, все будет нормально. Ну вот, ребят, постараюсь сегодня не ссать и не торопиться, и посмотрим, что получится. Так, давайте, наверное, вначале займемся пеной.
ментоловый приятный такой запах. Мыло мягкое. Не сказал бы, что оно сразу пеной побежало. Ага. Ну вот смотрите, оно сразу сливки, минуя стадию больших пузырей. Пока не могу сказать, хорошо это или плохо. Но помазок-то грузит зачетно. И работает на самом деле как крем. Ну давайте еще немного. Ну, куда уже, пожалуй, все. Давайте перейдем на чашку. Хотя очень сильное желание было сразу на лицо. Наверное, остановило только то, что ментоловый запах. Я еще не знаю, насколько концентрировано все это у Инны, поэтому опасаюсь, что если ментола больше, чем хотелось бы, на по шарам, как получишь. Слишком было густо. Добавляем немного воды. И пошли наши сливочки. Блин, золотой горшочек прямо из него выскакивает. Помазок как знаете, как хапуга. Все мое. Вот так вот он себя ведет там. Раскорячился, расщепелился на всю чашку и старается забрать все, что там есть максимально возможно. Я давно уже слышал о помазках «Зенит». И что греха таить. А манжурса, конечно, тоже. И давно их хотел, ну, если не купить, то хотя бы попробовать. И тут, конечно же, все звезды сошлись. За что Александру еще раз огромное спасибо. Ну, блин, ну вот оно. Вот. Это не заслуга пены, это заслуга пары этой, то есть помазок и мыло. Помазок сами по себе, смотрите, как расщеперился. Его хоть так ставь, хоть так, он все равно в чашке стоять будет. Он сейчас внутри себя все аккумулировал. Так, ну, вроде бы заявка неплохая. Что будет дальше, давайте посмотрим. Полотенце от Мюля для бритья. Тоже Саша подогнал. Как не пытался я ему деньги всучить, так он и взял, паразит. Ну, придется, наверное, как он в следующий раз вернется в город, жижей для бритья его завалить. Ну, или там еще что-нибудь. Ну, придумаем, не суть важно. Господь мне подарочек подбросил, целовался на морозе с любимой. И вот заработал хрень. Поэтому сегодня буду бриться с бородой. На охлаждающий эффект у мыла есть легкий, но есть. Помазок. Старый добрый друг. Вот такое у него отношение. Понимаете, вот эти вот все волоски, они вот так вот, но они не причиняют какого-то дискомфорта, дисбаланса. Наоборот, они просто как вот так вот. И вот теперь они вот по коже вот так вот бегают и бегают и бегают, что-то вот прям вот не боком, а вот именно волосками. И как вот точечный массаж вот такой вот, прям необычно и интересно. С ментолом Нина хорошо не переборщила, еще бы чуть-чуть и было бы вырви глаз. Но тем не менее нормально. Просто охлаждающий эффект. Достойный такой охлаждающий эффект, нормальный. Ну что ж, поехали. Как Сань ты говорил, не ссы, не торопись. Давай проверим. Так, не понял. Фу.
ты, Господи, Боже мой, Чукча. Даже в очках умудрился неправильно плиту поставить. Он стоит и удивляется, блядь, а что, собственно, не бреется ничего. Когда вы со стандарт-разером в такую ситуацию попадете, не смущайтесь. На удивление легко. Агрессивность фидера не ощущается совсем. А ментол все-таки скупую мужскую слезу маленечко выдал. Ладно, не такое терпели. Но мылом, конечно, Инна удивила. В сочетании с этим помазком у меня какое-то такое ощущение, что это не что-то наше, а что-то ихнее. Ну, сами посмотрите, такая приятная Дед Морозовская маска. Ну вот, пожалуй, ребята, и все готово. Все просто замечательно. И по завершению, наверное, как старая добрая традиция, давайте я вам покажу, что же у нас, собственно, с мылом. А с мылом, друзья мои, происходит интересная штука. Вот здесь 0, просто 0. Помазок схомячил, все мыло. Вот оно где все. Он его просто все подрезал. Все, что было. Конечно, это чуточку более жидкая консистенция, чем я привык. Допустим, если бы это отдельно было в чаше, там бы я добивался того, чтобы стоял хвостик. Но здесь-то все было внутри помазка. Поэтому, ребят, вот сами посудите. Вот мы побрились на 3 раза, сколько бы тут еще раз хватило. Парни, с помазком я более чем разобрался, и мнение, конечно же, впечатление тоже готово. Сейчас дайте мне пару секунд, я смою все это и приступим уже к последнему герою нашего обзора. Саша, если смотришь обзор, полотенце от Мюлля, это, конечно, что-то с чем-то. С непривычки здоровая зараза, но такое чертовски приятно. Я теперь понимаю, почему ты его взял. Так, ну что ж, друзья мои, мы побрились. Давайте теперь уже перейдем на завершающую стадию и попробуем тот самый знаменитый автошейв 4711. Ох ты, Господи ж, Боже мой. Парни, спиртовый, но не драчевый. Вернее, драчевый, но по 10-бальной шкале не на 9-10, а знаете, так на 6-7. То есть вот самый такой. Ребята, ну запах. Я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Я не хочу тут петь дифирамбы, распевать про всемирно известную марку и хвалить ее, какая она супер-пупер. Ребят, она в этом не нуждается.
Вот здесь я вот просто понимаю, почему вот это очень часто поворачивает людей к себе. Не все 100% из 100 любят вот эту вот марку. Многие говорят фи, что это такое тройной одеколон. По сути их можно понять, да. Некое сходство есть. Но, ребят, лишь тонкий-тонкий намек. На самом деле здесь тройной одеколон, он не только рядом не проходил, он не только не сидел в одном поле, он даже где-то вот рядом на орбите не прилетал. Для примера, вот здесь, скажем так, 28 составляющих, а в тройном одеколоне 3. Остальных 25 в тройном нет, а здесь они есть. И вот эти 25, поверьте мне, они пахнут тоже. Сказать, что это летний запах, это ничего не сказать. Сказать, что это запах свежести, тоже не сказать ничего, потому что это все вместе. Это лето, это свежесть, это фруктовый сад, это лаймовые деревья, это цитрусовые деревья. Нет, не апельсин, хороший лимон. Возможно, чуть-чуть среди лимонов затесался где-то и лайм. Один там вот так вот стоит, там свои плоды пытается подсунуть. Запах чертовски привлекательный. Лично для меня вот он... И вот я его чувствую, и у меня прям душа открывается, я его хочу принять в себя. Он очень импонирует. Это не унисекс, это мужской запах. Девочкам, я думаю, он противопоказан. Но опять же, в то же самое время брутального ничего нет. Здесь какой-то такой, знаете, вот интересный запах, не дэнди, не пацана, но взрослого мужчины, то есть где-то в возрасте от 30 до 40 лет, который просто живет и радуется жизни. Вот в кабриолете куда-нибудь фигачит через всю Европу, а тут шлейф за ним. Ну, ребят, это вещь. Однозначно буду себе такую брать. Саш, спасибо, что дал возможность попробовать. Вот возьму, стопудово возьму, хочу, чтобы у меня был такой на постоянке. Дальше, крем мыло от Инны. Скольжение 5, пенообразование 5, внешний вид 5, ощущение на коже 5, ментоловость, как по мне, 3. Вот ее бы здесь убавить в 2 раза, и это было бы вот что-то вот то, что в принципе мне нормально. А здесь она на уровне зеленого прораса, чуть-чуть меньше, чем у зеленого прораса. Меньше, у прораса больше, здесь чуть-чуть меньше. Но тем не менее для меня этого слишком много. Это все индивидуально. Прекрасно понимаю, что это мои личные требования, на всех они распространяться не могут. Но тем не менее, вот именно по этой причине я не могу сказать, что мыло мое. Вот если бы здесь вообще не было бы ментола, я бы сказал однозначно мое мыло. Потому что то, как оно работает, то, как оно выглядит на лице, как оно помогает бриться, ребят, вот посмотрите, что, 52 мужичок опять, то есть нормально. Вообще все великолепно. Нина, огромное тебе спасибо за это. Любителям ментола охлаждающих эффектов посвящается. Точно не пожалеете. Дальше поехали. Помазок. Саш, я чертовски рад, что ты его взял. И чертовски рад, что ты мне дал возможность попробовать вот эту вещь. Потому что я такого раньше никогда не пробовал. Глядя на те коробки, которые стоят у меня в комнате, я прекрасно понимаю, что я там до хрена чего не пробовал. Но ты знаешь, вот в этом помазке меня просто убило его поведение. Несмотря на то, что у него очевидная форма или классика, или весло, я вот так вот что-то не могу, просто он чуточку распушен. Может быть пропеллер. Может быть пропеллер, но на весло, да, даже, наверное, больше пропеллер для весла, он слишком такой выпуклый. Но, ребята, как он работает? Первое, что он делает, это он в чашке раскорячивается, все в себя так хупс, и все в себе держит. В чашке вот практически ничего нет, все в нем. Да, я понимаю, вы можете сказать, что в принципе для барсука это нормально. Ребят, я знаю, что для барсука это нормально. Но не все барсуки работают именно так. Многие оставляют еще что-то в чашке. Но самое прикольное, что он делает дальше, именно то, что меня выбило из колеи. Когда с ним работаешь, он волоски не загибает. Этот волосок не вот так ложится к вам на лицо и туда-сюда и лозит вот так вот перепрыгивая. Нет. Он все волоски как-то умудряется ставить вот так. И вот все вот эти вот волоски, как он, точечная капилляция вот такая, значит, и ты хоть как по носкам води, он тебе вот так вот теребонит по коже, блядь, и бьет. Я просто офигел.
За счет чего этот эффект происходит, я не пойму. Может быть, ту пену, которую он аккумулирует, она помогает ему держать каркас, и он вот этими вот точечками бьет по лицу. Но, ребят, все, что я прочел до этого о «Зените», все охи, ахи, вздохи, что я слышал о «Зените», как о кошерном, обалденном по Москве, из барсука, манжурцы, за небольшие-то, по сути, деньги, за 70-80 евро, подтверждается все полностью. Это охренительный помазок. Просто бомба. Мне он очень понравился. Я уже не говорю за естественное продолжение помазка ручку. Ручка сама по себе достойна отдельного восхищения, потому что в принципе это вещь. Помазок 5, однозначно 5 и однозначно зачет. Станок стандарт Тралер. Ребят, подкупают своей простотой. Подкупает настолько, что кажется, фитюлька, что там, опс. Первый объем вас ждет, когда вы придете на сайт. У этой фитюльки такой простой. Первая плюха, подставка 20 баксов. И вторая плюха за сам станок просит 69-70 баксов. А за что, собственно? Ну да, алюминиевый, ну да, сделан хорошо. Ну да, вроде как нормально выглядит. Легенький, не тяжелый, 50 грамм. Ребят, у него голова, как по мне, так менее агрессивна, чем 89-я. Вот я ее так воспринимаю. Но более агрессивна, чем у 34-го HD. Но при всем при том, у него голова как-то так сделана, что вот сейчас, отработав полностью от А до Я, от начала до конца на физере черном, я даже вот на йоту не почувствовал какого-то намека на агрессивность. На стопы, хозяин, ты борзеешь, аккуратненько. Нет, он просто работал как трудяшка, как рабочий инструмент. Он выполнял свою работу так, как будто его каждый день в руки беру, и каждый день это все делаю. Он просто сбривал щетину. И причем сбрил-то ее достаточно хорошо. И даже раздражение. Ну, отсутствие раздражения – это заслуга не только станка, конечно же, физера тоже, потому что в первую очередь он принимает на себя удар и в смысле работает по коже. Но тем не менее станок приятно удивил. Прямо вот я вам скажу, при своей вот всей такой чопорности, невзрачной наручности, скажем так, не то чтобы невзрачной, а аскетичной, скажем так, вот без крутасов, вот что-то вот такое простое, станок бреет просто охренительно, По моей шкале ценностей, я вам уже сказал, он чуть-чуть по менее агрессивен, чем 89-й, но блин, ну как же он приятно в работе себя показывает, прям просто обалдеть. Ребят, про автошейф мы с вами уже поговорили, да, пожалуй, что и все. Густой вам, насыщенной, душистой, запашистой. Время от времени пускай в вашей жизни случаются приятные неожиданности, приятные подарки, и что-то интересное и вкусное приходит в вашу жизнь, и вас просто радует, и просто дает вам какие-то вот такие яркие моменты в вашей жизни, чтобы вы просто, блин, посмотри, а еще же вот это есть, и как же это здорово, да, ребят? Да, здорово. Я понимаю, что из всего того, что я вам показываю, не все вы можете попробовать, но может быть хотя бы частичку того, что вот я вам показываю, вот смогу передать как-то, чтобы вы, ну, если не сами взяли себе, то хотя бы подумали об этом, что вот, а надо оно, не надо. Может быть, кого-то уберегу от покупки, может быть, наоборот, кому-то помогу. Но вот от всей души стараюсь, что мои попытки раздвинуть мир бритья для вас пошире, ну, все-таки приносят какие-то плоды. Пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим.